Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на 2026. Старинный цыганский пасьянс, события с первых дней года и до конца мая. И кто-то может задаться вопросом, почему такой странный срок. Точка нового отсчета 26 апреля. Это время, когда планета Уран, это ваша планета-управитель, переходит из знака Телец в знак Близнецы, где Уран себя чувствует более свободно, так душевно располагается. Ему тяжеловато было в Тельце где-то, а к этому моменту вы уже знаете, что планета Плутон находится в вашем знаке зодиака, и, пожалуй, вот эта конфигурация к вам относится как-то по-особенному, как ни к какому другому знаку зодиака. И у нас получается конфигурация удивительная, когда две могущественные планеты трансформации, и Плутон, и Уран, находятся в воздушных знаках зодиака, запуская перезагрузку матрицы судьбы. И это касается абсолютно каждого из нас, но, наверное, вы это чувствуете совершенно как-то иначе. Нам неизбежно, каждому знаку зодиака, а вам, видимо, в особенности, придется не только адаптироваться к тем событиям, которые внешне происходят вокруг нас, обстоятельства, но и принять как новую формулу жизни, организовать нашу жизнь в несколько новом ключе, как-то иначе. 2026 год – небесный мост между прошлым и будущим. Создается петля реальности, или то, что называется в физике петля времени, в которой нарушаются причинно-следственные связи. Что мы чувствуем или каким образом мы можем это сравнение переложить на нашу жизнь. А если прежде наша жизнь напоминала как более прогнозируемый период, или это была какая-то линейность, то теперь это превращается в хаотичный график. Мы чувствуем, что словно несколько периодов нашей прежней жизни или то, что было важно, сейчас сходятся в одной точке отсчета, соединяются в один момент. Вот именно причинно-следственная связь, она как будто утрачена. С одной стороны, это возможности, но это мощная перезагрузка действительно, потому что могут, как ваши мечты, ваши желания, с той реальностью, которая складывается, соединиться воедино. И даже тот проект, который вы отложили в дальний угол стола, вы можете об этом вспомнить и видеть, что «а сейчас» или даже чувствовать «сейчас» сложно что-то объяснить. Но как будто именно вот эта конфигурация со знаком «плюс» для меня складывается. И это может быть даже для кого-то из вас. Если вы сейчас смотрите еще в 2025 году мое видео, это конец года, и у нас еще Уран в ретро-движении, в знаке Телец. Закончится ретро-движение 4 февраля. И с 4 февраля по 26 апреля это будет тоже в Тельце Уран, но это уже будет директное, прямое движение. Время, когда будет что-то более вот так вот выравниваться. Вот, наверное, завершить какие-то прежние дела, вопросы. Ретро нам всегда дает период, который как перезагрузка, с приставкой «пере». И это значит, переписываем документы, перезаключаем какие-то договоры, может быть, брачные, может быть, по работе. Опять же, пересматриваем то, что нам уже хорошо знакомо. Мы словно готовимся к тому периоду, который у нас начнется как новая точка отсчета 26 апреля. А май, почему я беру последним месяцем нашего прогноза, потому что это первый месяц, когда мы находимся в новых энергиях. А дальше пойдет еще, я так могу предположить, веселее и где-то неожиданнее. Такое может быть. Но останемся реалистами. А я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня есть там статья «Коридор возможностей». Есть там и другие статьи. Я оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, читайте, подсказок будет больше. А мы идем вперед. И карты старинного цыганского пасьянса о событиях. Зададим такой вопрос. На пороге каких событий вы стоите с первых дней года? Какие события лягут в основу того, что вы будете продолжать или с чем-то определяться? Открытый путь. Но это, наверное, все то, что я долгое время говорила еще до карт. И где-то даже ретро-уран в Тельце вам дает возможность, может быть, завершить что-то из прошлого, довести до логической точки.
именно точки, чтобы вас потом какое-то прошлое словно не тянуло назад. Но уже и открытый путь– это новые возможности. Причем смотрите как. Тут открытый путь к спокойному течению жизни. Это что-то упорядочивается. Может быть, вы и сами что-то упорядочиваете, как документы. Вот я говорила, да, переписывайте, смотрите, благополучие. В центре ваших интересов именно благополучие. Голубь. Это имеется в виду вопросы, конечно, материальные, да, или вопросы денежные, вопросы вашего места пребывания, нахождения, вопросы личной жизни. Но это некоторая стабилизация, это как базис, который закладывает наши последующие успехи, чтобы было как будто от чего оттолкнуться. Есть то, что должно быть сохранено. Может быть, где-то по началу года вы даже сами будете, ну, стараться, вот, знаете, как какой-то фундамент себе создать. Рядом выпадает у нас меч. Меч– это ссора. Поэтому будет важно не поссориться, может быть, и так. С вами могут и не соглашаться даже кто-то из ваших близких. Но не находиться в предубеждениях. Наверное, это единственный камень преткновения, когда мы что-то представили и думаем, что наше мнение единственно правильное. И, может быть, не все вас поддерживают, или, а может быть, это у кого-то намного сложнее ситуация в семье, с дальними родственниками. Мы ведь все разные, правда? Но вот, видимо, все равно все свести к какому-то единому балансу, благополучию. Вот перед вами на начало года может стоять такая задача. Для чего это вам нужно? Для открытого пути. Я где-то сказала, чтобы вас прошлое потом не тянуло назад. Не было какого-то дежавю, когда вам придется заниматься совершенно кардинально чем-то другим. Словно, чтобы вас не отвлекало. Вот посмотрите. С одной стороны, корона– символ власти. Это для вас сильный достаточно такой, ну, вашей силы именно период с начала года. Но это могут быть точно так же, как люди, наделенные властью. И значит, вам придется, может быть, договариваться, вот эту по максимуму дипломатию проявлять, чтобы не было конфронтации. Все решают люди. И все решают, как мы правильно проводим диалоги. Примите это к сведению, мои дорогие. Может быть, для кого-то именно контакты даже с теми лицами, которые стоят на другой ступени лестницы иерархии, иными словами, люди власти. Смотрим, что еще. Не все однозначно. А ведь и правда, тут, смотрите, есть дом, семейный очаг, так в пасьянсе называется, но есть и змея. Конечно, мы можем сказать, что как раз у нас до февраля год змеи, мои дорогие. Поэтому змеиный режим самому включить, наверное, будет не лишним. Почему? Потому что змея, она не действует быстро. Она анализирует, наблюдает, делает выводы. И наступает все-таки тот момент, когда говорит себе пора. Мы знаем, что как бросок, рывок змеи, он всегда неожиданен. Но до этого ее самому не видно чаще всего. И поэтому где-то вот этот режим, он для вас, ну, необходим. Может быть, не устроить себе какую-то многозадачность или через конфронтацию. Тут будет лучше договариваться, нежели даже банально, да. Может быть, с вами кто-то и не согласен. Тут речь не стоит о том, что мы кого-то должны перевоспитывать или кому-то доказывать нашу правоту. Тут скорее вот умение правильно взаимодействовать с людьми в разных, может быть, и житейских, личных ситуациях. Так, это может касаться и власти или каких-то договоренностей. Здесь не все как бы идет на 100% так, как вы себе это представляли. Будьте к этому готовы. Но ведь это открытый путь. Ну и надо не замечтаться, потому что это буквально кто-то за вами может наблюдать. А вы как будто этого человека не видите. И так устроен человек. Если нам, к примеру, транслируют что-то такое, что нам приятно слышать, правда? Мы, кажется, нам, по крайней мере, может такое казаться, что человек с нами заодно, он такой добрый, он такой лояльный. А что там в голове? Мы ведь никогда этого не узнаем.
Но и бывает наоборот, что нам говорит человек, не задумав ничего плохого, да, против нас, но он говорит, что думает, и подает эту правду, ну, как-то не очень лицеприятно. Но, тем не менее, он не враг для вас, поэтому учитывайте вот этот нюанс. Все вот так вот немножко зыбко, поэтому и самим себя сохранять, кстати, это немаловажно. Для вас вот такая основная задача, потому что мало того, что открытый путь, тут у вас еще и дорога. Для кого-то, может быть, с начала года переезд куда-то очень далеко или много поездок, когда совпадает дорога и ключ. Это чаще какая-то длительная дистанция или планируемый переезд в другую страну, в другой город, в другую местность, когда перестраивается вся эта жизнь наша, да, и работа, сразу несколько сфер, и именно место пребывания, то есть вот как, где мы будем жить, или где мы будем находиться, или один, одна, или с семьей, или с любимым человеком. Но не все так однозначно. Вот в каком-то хаосе событий, как будто вам так кажется, а тем не менее, ведь тут все выравнивается. Потому что спокойное течение жизни. Будьте внимательны ко всему, что вы слышите, видите, потому что вам для чего-то это нужно. Вам это к взаимодействию. Не упустите какую-то возможность, мои дорогие водолеи, потому что тут именно, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, может быть, и есть смысл. Какие-то, ну, важные встречи, важные диалоги провести. И следить при этом, чтобы диалог не перешел в монолог. Нам уже об этом сказали. И тогда, посмотрите, колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Ну, насколько полная, я не берусь судить, давайте останемся реалистами, всегда к этому призываю. Но, по крайней мере, нам карты пасьянса показали, зачем все это нужно. Вот эти все такие непростые энергии, о которых я говорила, они как раз вам и открывают, как будто дверь в будущее, возможности. И, может быть, это у кого-то и построение карьеры, да, мы все разные, а у кого-то встреча с любимым человеком, с которым вы были на расстоянии, может быть и так, когда семья съезжается. Хотя я допускаю, у кого-то наоборот. Нужно разъехаться. Взрослые дети разъезжаются. Но вот должны как бы начать свою жизнь. Но значит, тут можно где-то через договоренности, через альтернативный вариант. Уран – это как раз про альтернативный вариант. Поэтому больше свободы, мы говорим. Уран – планета свободы и индивидуальности. Значит, нужно быть счастливым. Время как будто пришло с первых дней года. Смотрю, пока с вами говорила, смотрю, что мы можем еще соединить. И надо сказать, я не вижу больше совпадений. Поэтому пойдем с вами дальше. Дополним картами Таро. Что нового, мои дорогие водолеи, войдет в вашу жизнь в 2026 до конца мая? Важное событие или чем запомнится вам 2026 до конца мая? Что или кто появится неожиданно до конца мая в 2026 году? Событие, которое меняет вашу жизнь в 2026. Ну, где-то первая половина, да? Возьмем так. Что будет радовать? В чем ваша сила в 2026 году? И карта «Совет». Что нужно услышать? Что важно знать? Как потоковая информация. Итак, что же нового, что идет на ваш порог, что идет в вашу жизнь? Вам придется, вот снова карта говорит, решать вопросы финансов, раз, и взаимодействие с людьми. Договариваться вам придется. Потому что не сумел договориться, как будто денег не будет. Ну, я так условно, конечно, говорю. Но тут не от количества денег, да, как будто строится решение вопросов, а из дипломатии, мои дорогие, как вы ее проявляете. Я уже не повторяюсь, я об этом очень много сказала. Просто карта с первой буквально на пороге каких, если вы событий стоите, или что идет в вашу жизнь. Вот как будто именно эти темы нужно решить. Быть, может быть, более лояльному. Даже если вы с кем-то не согласны, включайте змеиный режим, нет другого. Но и люди-то тоже будут хитрить. Примите это к сведению. Ну, может быть, это где-то для вас тоже как самозащита. Давайте достанем дополнительную карту. На пороге каких событий вы стоите, что идет в вашу жизнь. Здесь может быть конкретный человек,
Персональная карта двора, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Кроме всего прочего, для кого-то из вас страстная любовь может быть. Почему нет, особенно для вас, мои дорогие мужчины, для вас, мои дорогие девочки. Любовь-то тоже, но тут все-таки больше другие для девочек энергии, скажем так. Потому что это, ну, где-то иногда про образ бизнес-вумен. Может быть, это у кого-то из вас сейчас именно какой-то ваш проект, которым вы занимаетесь. И тогда я могу предположить, что вы будете искать как и взаимодействие, так и надеетесь на какой-то финансовый рост. И вы можете с головой погрузиться именно в этот процесс. Не исключаю. Хотя я точно так же не исключаю, что и для вас есть взаимодействие с каким-то человеком, именно который рожден либо в этих знаках зодиака, либо эта карта очень притягательного человека, который обладает магнетизмом. Ну и в этой карте, если мы об архетипе, здесь изображена собачка, милая очень, а в классических колодах там черный кот. Нам говорит карта и где-то предупреждает. Умей хранить молчание, умей в диалогах выдерживать вот именно эту паузу, психологическую паузу молчания. Что это? Это, допустим, вы пришли, пару слов скажу, пришли к какому-то официальному лицу или к тому человеку, с которым вам нужно именно правильный диалог построить. И вот, или к руководителю на работе. Вы хотите с ним обсудить какой-то свой проект. Вы ему рассказываете вот так интенсивно, ну, где-то, может быть, и с жаром, с пылом. Он вас слушает и молчит. Первое, вот что мы думаем, наверное, я что-то не то сказал. Или я как-то, наверное, не очень подробно выразила свою мысль или не очень понятно. Мы начинаем добавлять. Человек снова слушает и молчит. Мы думаем, ну, что-то, какая-то путаница. Мы дальше продолжаем. В чем плюс вот этой паузы, которую, можно сказать, карта вам дает совет, потому что каким-то образом, с чем вы будете сталкиваться, а у нас недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Вот именно эта тема, как будто с первых дней года вами уже должна быть или принята во внимание, ну, или как новая точка отсчета должна какая-то пойти. Так вот, мы шаг за шагом, рассказывая сначала одно, потом второе, потом добавляя. Вот человек умеет выдерживать эту психологическую паузу, а мы наболтаем больше, чем мы собирались рассказать. Поэтому не проболтайтесь. Вот можно, как знак судьбы, мои дорогие водолеи, расценивать даже эту карту. И именно какие-то прежние поражения, когда королева жезлов часто ее жизнь опускала на колени. Но она каждый раз поднималась в одиночку. Ее научили вот эту паузу хранить, не говорить много. И в то же время не разглашать те тайны, которые ей доверяют. Вот правда, вам молчание как знак судьбы. Тогда вам люди доверяют и несут больше информации. Как известно, кто владеет информацией, словно владеет миром. Тогда вам легче договариваться. Тогда вы легче строите свои диалоги, потому что больше информации, опять же, обладаете. Вот такие, казалось бы, мелкие приемы для вас будут необходимы для того, чтобы быть и дипломатом, и решить какой-то финансовый вопрос. Что идет в вашу жизнь? Что нового? Вот вам нужно, посмотрите, подвести итог под чем-то старым, словно освободиться от какого-то гнета, закрыть некоторые темы и вопросы, которые, в принципе, вы на себя взвалили, как вот эту вязанку, и тянете какое-то время. Может быть, вы впряглись буквально в какое-то дело. Потом так, шаг за шагом, вы где-то к началу года понимаете, а вообще зачем мне это надо? Я могу в этом деле что-то изменить. Для меня там есть прогресс. Потому что это часто рутина. Но это та рутина, которая нас изматывает. Иногда из лучших побуждений. У нас Херон в Овне. Это какой-то заезженный сценарий. И по Херону это символ израненного целителя. У меня тоже есть статья. Ссылка будет в описании под видео. Перейдите, прочитайте, у кого это перекликается с вашей реальностью. Так вот, мы кому-то помогали из добрых, благородных побуждений. Но Херон в Овне нам говорит не всегда наши благородные чаяния, когда они попадают
в чьи-то руки будут продолжены в том же красивом продолжении, как мы это себе представляем. Поэтому вам нужно завершить какой-то предыдущий сценарий, который явно повторялся не единожды. И пока мы вот этот гештальт не закроем, нас будет все время какая-то путаница, какая-то ерунда из прошлого тянуть назад. Или когда мы должны делегировать часть работы или часть обязанностей какому-то человеку. Мои дорогие, водолеи, ну согласитесь, иногда мы даже в нашей обыденной жизни помогаем, конечно, нашим детям, даже и взрослым детям. Это не исключает нашу помощь, отнюдь. Но иногда стоит задуматься, зачем мы это делаем и как минимум в каком объеме. Или пусть это касается других людей, но из лучших побуждений, из каких-то добрых желаний. Мы ведь не знаем, мы даже не задумываемся о том, что, может быть, высшие силы, боги, будем говорить так в целом, да, потому что вероисповедания, у меня на канале люди самых разных вероисповеданий. Так вот, может быть, дают человеку как раз пройти какой-то определенный путь, опыт приобрести, чтобы сдать жизненный экзамен. А мы все время вклиниваемся, да? Мы все время как будто мешаем. Так и человек-то ведь не научится, даже наши дети, что-то преодолевать. И часто ведь так даже банально бывает. Правда, кажется, пока мы смотрим, как там наши дети пытаются решить какой-то вопрос или что-то сделать, кажется, да елки-палки, я бы уже давным-давно закончила и переключилась бы на что-то новое. Мы делаем опять же сами. Вот здесь делегировать и отдохнуть, завершить, перевести как дух, силы наши на какой-то новый ракурс, открытый путь. Вот такие события идут на ваш порог в самом начале года. Но как минимум это будет важно до конца мая. Важное событие или чем вам запомнится 2026 год? А вы знаете, тут и личная жизнь, и решение материальных тем, скажем так. Единственная карта в колоде, которая говорит о том, что человек умеет правильно переключаться, умеет дарить любовь, принимает любовь. Король кубков– это эмпатия. Но всегда он сидит на таком твердом постаменте или на троне буквально. Это изображение, олицетворение материализма. И стало быть, нам карта дает совет, тебе придется, водолей, переключаться. Это как важное событие. Такое будет, в принципе, для вас важно. Умело переключаться между двумя энергиями. Эмоции и рационализм. Рационализм– это где-то про вас, но, видимо, эмоции могут накрывать. А для кого-то из вас, мои дорогие, это будет конкретный человек, который как семейная какая-то личная история. История в целом любви. И не важно, что у нас король, но вот где-то вопросы, которые связаны именно с вашими родственниками. И не важно, может, это даже женщина. Ну, карта ведь нам дает как архетип, да, кто это может быть. Но я также не исключаю, что это может быть человек, который рожден в целом под знаком стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. И с этим будет тоже связано, ну, какие-то важные события, и это вам запомнится. Что или кто появится неожиданно? Пара, мои дорогие, вопросы личной жизни. Но мы где-то об этом с вами говорили. Вопросы пары, может быть, даже те темы, явно какие-то знакомые, потому что или кто появится неожиданно, иногда по королеве кубков, ну, помимо пары, помимо любви, личной жизни, есть еще такое значение, как ожидание. То есть это что-то нам хорошо знакомое. Это то, с чем мы уже сталкивались. Иногда по этой карте идет безусловная любовь. И где-то я уже об этом говорила. Правда, тут вот больше ваше ближайшее окружение и какие-то договоренности. Может быть, я не исключаю и социальные тоже связи. Может быть, и обещания каких-то людей. Тут тоже нужно не замечтаться, змея выпала, да? Ну, одно дело то, что мы представляем, другое дело то, что есть в реальной жизни. Потому что карта безусловной любви– это еще и карта альтруиста. Того альтруиста, который доходит до самопожертвования. Что или кто появится неожиданно. Может быть, и какая-то прежняя история, еще ретро-уран нам возвращает и может вернуть какие-то прежние отношения. Поэтому будьте реалистами. Если была какая-то проблема в отношениях, она никуда не ушла.
Она уже вам, скорее всего, хорошо знакома. И я так могу предположить, что и человек где-то вам будет тоже знаком. Может быть, и есть какая-то тяга. Да, вот это притяжение именно. Но все-таки рационально вам какой-то вывод придется делать. Я могу также предположить, что это и новое какое-то знакомство, потому что мы все разные. Но, тем не менее, замечтаться мы не должны. Это все то, что я говорила. Событие, которое изменит вашу жизнь. Ух ты, вот теперь становится понятно вообще, для чего такие сложности, мои дорогие, правда? Вот, наверное, вот этот колчан со стрелами. Это к чему вы идете? Или придете до конца мая, событие, которое изменит вашу жизнь. Выбор правильного направления. Вот вы с первых дней года не просто там что-то делаете, а я, видимо, не зря сказала вот о таких непростых энергиях, потому что это некоторая более далекая дистанция. Если мы с вами заявили по видео до конца мая, а карта Солнца– это 6-8 месяцев. Поэтому то, что с начала года оно продолжается или имеет какое-то основополагающее значение до конца 2026, что будет менять вашу реальность, будет менять вашу жизнь, будет менять вас самих, мои дорогие. Карта Солнца– это само по себе счастье, ну, осуществление какой-то своей мечты, это правда, или, по крайней мере, ясная более траектория, ведь это карта ясности, чем мы будем заниматься, а куда мы точно не пойдем. Вот это тоже где-то направление. Да, карта говорит еще о нашем эго, мои дорогие. Я тоже где-то уже вскользь сказала, что договариваться придется, и, может быть, вот эту паузу, пока мы что-то обдумываем, или пока мы, ну, как дать себе время, может быть, даже проанализировать, не поступать на импульсах или как всегда прежде. Шаблоны меняются, стереотипы меняются. И для вас, может быть, и о себе такой какой-то привычный шаблон тоже есть смысл сломать. Давайте мы посмотрим, что будет радовать, в чем ваша сила. Ваша сила в обучении, ваша сила в правильном взаимодействии с людьми, где-то работа в команде. Мы с вами уже говорили, да, контакты. Как договоришься, такие как будто эквиваленты будут по финансам. Но тут все-таки это знание. Знание, когда у нас есть возможность раскрыть собственные таланты. И у кого-то эти таланты раскрываются не в том месте, где вы находитесь. Правда, это ваша релокация офиса или какой-то переезд, мы говорили, может быть, даже очень далеко. Это как будто прежде была история, но здесь, ну, нет здесь какого-то продолжения, нет прогресса, и поэтому у кого-то и работа, и обучение. Как смысл, для чего вы это делаете, и вы будете шаг за шагом идти к осуществлению своей мечты. У вас получится. Но просчитать реалистом быть стоит. Вам буквально будет помогать и радовать, когда вы добавляете себе новых знаний, потому что это не есть любопытство, а все, что вы узнаете, мои дорогие водолеи, до конца мая как будто, или вообще с заделом до конца 2026, вы потом переложите на практику и опять же получите какой-то эквивалент, именно финансовый. Карта совет. Ну, все, что я сказала, еще раз карта подтверждает. 20-й старший аркан. Избавление от боли, избавление от страданий. Это петля реальности между прошлым и будущим. И не оглядывайся назад, нам говорят. Карта возрождения, может быть, и вашей мечты. Я тоже об этом говорила. Никогда как прежде. Поэтому для кого-то из вас будут проходить вопросы имиджа напрямую. Тут ведь у вас значение короны власти. Где-то солнце перекликается тоже. Но, может быть, пока мы новый имидж выстраиваем, когда мы свои собственные шаблоны ломаем, не переломать вообще все, что происходит вокруг, не добавлять себе драйва в тех вопросах, которые пытаются закончиться, мои дорогие, завершиться, как будто сами от вас отталкиваются. Значит, это будет сделать необходимо, потому что есть все-таки некоторые темы, которые, ну, стоит завершать. Тут ведь, по сути дела, ваша сила. Но сила не в том, чтобы вцепиться и удерживать, а чтобы понимать, когда начинать или когда где-то стабилизировать или, как мы говорим, удерживать, а когда и отпустить. Потому что
Вот эта перезагрузка неизбежна, мои дорогие. Буквально карта Совет нам говорит о том, что еще какое-то продолжение в переменах следует. И это не только до конца мая или, как мы сказали, до конца года. Это более длительный период. Еще один старший аркан говорит о том, что это, знаете, как дорога к свету. Это когда новое качество жизни, когда вообще как жизнь с чистого листа. Вот почему нужны знания. Это то, когда мы можем на самом деле нашу сказку сделать былью. Но для этого придется пройти какой-то путь. И 2026 – это начало реализации, может быть, какого-то очень такого глобального вашего плана. Поэтому нам потребуется терпение. Терпение может быть как и с людьми, ну, так и в виде настойчивости что-то продолжать. Если даже прямо вот сию секунду мы не получаем конечный результат. Потому что по 20-му аркану конечный результат должен быть в плане прошлого. Тех вопросов, которые уже не служат вам прогрессом. Нам нужно это принять как данность и идти вперед, к солнцу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю за ваши искренние душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.